Есть такие места, где современная жизнь тесно переплетена с легендами, слухами и мифами прошлого. В городе это, конечно, незаметно, но вот стоит приехать в деревню, все на глазах, все очевидно. Очень люблю наблюдать за местными жителями. Почти у всех их есть мобильные телефоны. Многие разбираются в компьютерах, в технике, ну, в общем, довольно современные люди. И в то же время очень суеверны. Встречаются совсем несопоставимые вещи. Вот у одного человека не работал телевизор. Точнее, плохо работал. Так он сетовал на то, что рядом с ним жила бабулька. Были они в таких натянутых отношениях, скажем. Так вот она, по злости, ему каким-то образом что-то нашептала, чтобы его телек не работал. Ну вот так вот. Пойди сейчас, найди концы. Это ж не антенну повернуть в другую сторону. Очень добрые, удивительные и полностью безотказные люди. Отдадут последнее, но соседам поделятся. Я это вообще к чему? Копаю я сегодня на месте, где стоял дом, в котором жили аж 5 поколений. С царских по советские времена. Представьте только, сколько здесь баек ходило. Сколько легенд. Здесь люди рождались и полностью проживали свою жизнь. А все нажитое оставляли своим потомкам. Очень люблю такие места. Они своеобразные. Это не то, что на поле копаться. Тут такая, знаете, своя атмосфера. В основном на фундаментах чувствую себя уютно. Но периодически бывает даже чуток страшновато. Ну да ладно, об этом позже. Пожалуй, начнем. Всем привет, друзья. А у нас тут небольшой шурфик образовался. Ну как небольшой? Оттуда, он аж за те деревья туда. Плюс еще подвал. Где-то он здесь. Ну а пока что я убрал с внешней части, вон до самого угла, может какой, ну метр сюда и вглубь каких может полметра. Металла вон сколько насобиралось. Ну, собственно, кроме его находки тоже есть. Ладненько, не буду я терять время. Прозвоню-ка я вот здесь, немножко еще слой убрать надо. И пойду вот сюда. Площадь дома, она ну, просто огромная, но чтоб глубоко копать, не думаю. И основные находки сверху. Сейчас, в принципе, кое-что вам покажу. Ну, а пока что вот нашел такую вот бутылочку. Мне вообще стекло нравится. Это медицина, скорее всего, она такая вот, видите, симпатичная. Старая, не старая, не знаю. Может 50-х годов, может еще польская, без понятия. Также вот прошлый раз нашел, не помню, показывал вам или нет, как выскочила вот такая вот, думал, что это наконечник какой-то, потом почистил и, скорее всего, от засовок какого-то. Тут вон насобиралось сколько всего интересного. Про напильники так вообще молчу, целая коллекция. А вот такое вот сверло, я еще помню, у деда моего было. Слабо, конечно, помню. Припоминаю, что сверлили березы. Ну, сок спускали, в смысле. И вот еще такая вот штучка. Казалось бы, совсем ерунда, но может и нет. Кто там в радиотехнике соображает, что это такое? Подскажите. Плюс-минус 5%. И тут обозначение 560. Я это о том, ребята, что как-то наткнулся в интернете. Типа покупаем старые микросхемы и так далее. И там расценки были вот на похожие штуковины. Ну, я ж не говорю, что такие, но похожие. Там, там реально цены доходили за килограмм до $2000, прикиньте. За килограмм $2000. Так что к старым вот таким вот зацацкам у меня уже отношение поменялось. В принципе, как и к советикам. Раньше я к ним совсем так предвзято относился, сейчас каждый проверяю. Так, верхний слой, он как-то мне сразу, ну, на других шурфах не очень нравится, а вот здесь как-то поинтереснее. И копать его нужно, ну, так вот не возьмешь, лопатой не помахаешь. Сейчас объясню почему. А тут, друзья, стекла много. Возможно, и хорошее что-то было. Тюкнул, слышал, что побилось. Ну,
уже ладно. И вот, также копнул, и вон что торчит. Видите? Бутылочка. Сейчас вот и поднимем вместе, посмотрим, что за она. Вот чтоб с надписями какими. Царская, сейчас бабах. Опачки. Абсолютно одинаковые две. Вот тебе и на. Надписей не вижу, но какие-то вон горлышки фигурные. Вот еще что есть. Что-то есть. Ага, что-то тяну. Ложная тревога. О, серп. Прикольно. Без понятия, что это. Но это пойдет в металл. Сейчас посмотрим, что за бутылочки. Сейчас вот обсмотрел. Ну, клеем нигде не нашел. Ну вот, как я и говорю, снизу донышки вон какие. Фигурные. Думаю, что скорее всего медицина. Но прикольная, да? О, прибавилось, правда, пробок. Я, кстати, специально вот здесь вот все оставляю. Смотрю, сколько мусора соберется и металла. Металл, ну, такие времена, что лучше его по кустам не разбрасывать. Такие вот, ну, такие вот куски тонкие, не знаю, может даже и не брать. А вот что такое потяжелее, так пусть лежит. Будет, может, возможность вывести. Ну, так хоть какая-то копейка будет. А не вывезу, так кому-нибудь понадобится. Может, так кто заберет. А вообще тут копать, я вам скажу, это одно удовольствие. Пейзажи тут камера не передаст все, но очень красиво. Вот за этим борщевиком, вон там дальше, река текет. Тут вечером, когда ветра нету, птички поют, зверьки бегают по кустикам. Очень так интересно. Своеобразная атмосфера такая. Хуторная система, можно сказать, здесь была. Вот так вот, посмотрев на дом, кажется, что советский. Да, соглашусь с вами. Советы он, конечно, застал. Вон, бревно лежит. Явно, что не это. Не 18 век. Но то, что под полом, есть возможность, что и с 18 века. Так как на картах это домик, ну, я не знаю, там, ну, на всех он есть, на старых картах. Может быть, строился, потом достраивался. Кто его знает. Ладно, давайте-ка копать. Буду продолжать отсюда. Вот, слой снимать до сюда. Потихоньку углубляться и очень-очень тщательно прозванивать. Разогнаться сильно не получится. Очень много мусора. Ну как мусора? Для меня, для нас он мусор. А так, каждая железячка, каждая штуковинка это часть чьей-то жизни. Когда-то для кого-то все это имело совсем другую ценность. Я, короче, пошел, думаю, ну, пойду к вечеру. Жара спадет. Ага, спала. Фу, наоборот. Ну ладно, сейчас покажу, что нашлось. Итак, господа, о, какой скарб. Нехитрый. Замочек этот вот так хорошо барабанил, но думаю, точно золотник какой-то лежит. А тут вот накладка латунная или какая она. Хорошо тарахтела. Также вот попадаются такие вот катушки, без понятия от чего, но это может какая-то пятая. Вот с прошлого раза валяются они тоже. Ладно, пускай там, собственно, и лежат. Также вот, сердце тоже поколотилось вот за этой вот штуковины.
Тут тоже вот или медь, или латунь внутри. Нормально так пиликает. Пробки. Их увеличилось, может, на каких 10. И вот собираю комплект шашек в прошлый раз. Вон какая конструкция получилась. Сейчас добавится. О, как изобразилось. Но не только это. Есть и более такое интересное. Ну как интересно, если бы на поле нашел, то может, так, знаете, не сильно обратил бы внимание. А тут вот пуговичка. И пуговичка непростая, а первая не мировая, австро-венгры. Скажу, к слову, на этих хуторах, вон там он, вот тут вот, по весне лазил, находил и немецкие монеты, а жетон какой-то такой интересненький нашел. Хватало тут их, не знаю, что они тут делали. Может, какая остановка вынужденная у них тут была. Ой, какая туча. Ай-яй-яй, и вон там. Все затянуло. Ну ладно, будет дождь, будем прятаться. Вон там вон фундамент такой капитальный. А здесь вот, как видите, рыхловатый. Так довольно легко сбивается. О, железо. Ну такое железо смысла нету брать. Оно ничего не весит. Я его немножко подальше бросаю. Смысл какой с него? Ну а тут будем смотреть. Первый слой снял. И тут, кстати, вот грунт немножко другой. Как будто, я не знаю, что-то на торф похоже. Там он посветлее немножко. Как-то резко начинается. Здесь вот бугорок такой. И дальше он туда пошел. И потом склон. Вот будем рыть. Так вот подумайте, может, за одной пуговицы сколько перерыл. Жарой тяжело. Ну, да. Согласен, одна пуговица это совсем не показатель, пускай даже немецкая. Но, друзья, знаете, для меня это все равно самый любимый вид поиска. Поля мне не так нравятся. Здесь вот копайся. Здесь металл один, там, не знаю, кубарки, банки, склянки, а в метре может лежать золото. Шансов, конечно, ну, немного, но больше, чем на поле. Я вот на таком вот похожем фундаменте среди советского мусора 3 золотника нашел. Ну и там плюс штук 15, наверное, ну, может меньше, серебра польского. Ну вот, тут и есть о чем подумать. И сколько бы я ни рыл вот таких вот гвоздей, банок и склянок, рыть я не устану. А если устану, отдохну и дальше буду рыть. Я его по-любому шурфану. Итак, какие у нас новости? Вот, смотрите. Светленько. И вот практически граница. Вот здесь вот чернозем. И даже это не чернозем, я бы сказал, какой-то торф. Без понятия, откуда он. Но это напоминает, вот тут нежилое помещение. То есть, вот как бы здесь жилое, а здесь возможно, что нежилое. По крайней мере, сигналов тут практически нету. Только что возле края фундамента. Здесь я сейчас побыстреньку копану и буду, наверное, переключаться вот сюда. Расчищу и туда. Надеюсь, там будет поинтересней. Но пока что вот что я нашел. Чехол от чего-то. О, опять напильники пошли. Тут, я не знаю, мастерская целая уже собралась. С конюшней вместе. И вот из полезного. Это латунная гайка такая здоровая, тяжелая. Грамм под, не знаю, 150-200. 200 даже таки будет. Это хорошо. Ее заберем. И вот с замка снял. Тоже пусть будет. Ну, короче, вы поняли. Счищаю здесь и резко переключаюсь сюда. Вот от бревна туда. Дальше. Ну, дальше это уже там. Потом. Возле самого фундамента что-то пиликало.
Так что камни пришлось немного раскидать для удобства. По поводу того, что на этой части дома было нежилое помещение, ну, скорее всего, да. Так и есть. Чем дальше в сторону к стенке, тем меньше сигналов. Ну, попадаются какие-то стекляшки, что-то вроде мелкой медной проволоки, но не более. Да, кстати, вот эти вот катушки. Я узнал, что это. Точнее, мне подсказали. Спасибо большое. На них была намотана проволока для пчелиных рамок. Ну, там где соты. Катушек этих много. Явно была какая-то пасека. А человек, который занимался пчелами, как правило, был всегда при деньгах. Глядишь, может, где кубышку какую и заныкал. А может быть, просто любил мед. Чем больше я копаюсь здесь на бугорке, тем чаще смотрю в сторону. Так сказать, вглубь дома, в его центр. Ну уж очень хочется туда побыстрее залезть. Там явно поинтереснее. Да и, короче, в итоге так и сделал. Место, где сигналов почти не было, я оставил. Может быть, при особом настроении когда-нибудь докопаю. И, собственно, начал копать в центр дома. Вот так вот смотришь, и создается впечатление, что я в абсолютно другом месте. Но нет. Сейчас я вам все объясню. Вон где шурфил, вон там. Я такую дорожку себе проделал, ну, на противоположную сторону. Вот так вот сейчас и шурфанем. Ну, здесь, скажу я вам, конечно, работы и работы. О! Уилочка. Итак, покажу, что я нашел. Так, вон там вон, да, вон там вон. Ну, сигнала вроде как и не было. Но возле самого фундамента вот видно, что я немножко, наверное, углубился тут. Здесь кое-что попалось. Сейчас покажу. О, нашел какую пилу. Если в хозяйстве не пригодится, так пригодится мне тут в шурфах. Вот надо было корень отрезать. Попробовал, по крайней мере, лучше, чем лопатой. Режет. Смотрите, вот какое стекло попадается. Явно, что старое. Вот такое дно вогнутое. Это старые бутылки. Да и стекло тоненькое. Ну, это понятно. Это не старое. Так, сопутка, можно сказать. А вот это поинтересней. Смотрите, какие штуковинки нарисовались. Меня явно хотят скушать комары. Ну ладно. Вот. В прошлый раз находил такие. Такие вот также находил. И теперь мне дошло, друзья. Вот. Смотрите. Чик. Ну или это. Чик. Что это могло быть? А? Кто знает? Я лично не знает. Явно что-то хранили. Только что. Может, крема какие, может. Может, нет. Но если да, то вот это я понимаю. Упаковка, да? У меня где-то там еще вот такие половинки валялись, может. Вот. Это еще комплектик соберу. Так, что у нас еще? Хотел я, друзья, сделать видео с одного дня сегодняшнего, но, наверное, растянется на 2 дня. Думаю, вам так интереснее будет. Так, еще кое-что сейчас вот вам хочу показать на той стороне. Здесь вот, как видите, растительность вся лежит. Такая поляна высушена. Это борщевик. Ну, боролись с ним. Пытались, по крайней мере. Его сразу косили, да, а потом брызгали какими-то, я так понимаю, химикатами. Ну и тут, короче, всю растительность выжигает. Выжигает-то всю, но он вот поднимается. Ну ладно, не об этом. Ну а вот, собственно, и сам подвал. Он с этой стороны гораздо лучше виднее. Не помню, как-то его, наверное, показывал. Но, по-моему, сейчас получше будет видно. Вот доски лежат. Все сохранилось. Вот здесь вот печь была. Вот здесь вот. И там кирпичи валяются. А тут вот.
Можно даже посмотреть, что там внутри. А что там внутри, мы сейчас толком и не увидим, а увидим только после шурфа. Не знаю, каким методом, способом, но шурфануть я его хочу. Ну, буду убирать, наверное, все здесь, скидывать и потом как-то там пробовать потихоньку колупаться. Я тут до места еще не дошел, мой фундамент вон там, а тут вот остановился показать вам еще один. Ну, это, скорее всего, сельхозпостройка, хотя не факт, что-то вот кирпичи лежат как будто от печки. Ну и сюда вот пошел такой немаленький фундамент. Вон там еще есть, но я его не смотрел, там сильно заросший, сейчас может по осени только подойду. Ну, а я иду дальше, будем докапывать. Ну что ж, друзья, шурфанул я вот еще где-то, может, метра 2-3 квадратных. И вот сверху здесь вот чисто так вершками прошелся. Там крупный металл валяется. Вот такой. Ну, это даже хорошо. Подбавляется потихоньку. Так, что у нас дальше? Дальше у нас вот такой вот еще штуковину нашел. Так называемая банка медицинская. Медицинский инструмент, наверное, или как это правильно сказать. Пусть пока лежит. Далее попалась вот такая вот штуковина. Кажется, металл. Ну да, металл, но вот какие гайки на концах. Вот и вот. Они... Так, не откручу я, наверное, их сейчас. Они латунные. Находил я такие уже. Теперь понятно, откуда они. Только вот зачем латунь крутили на железо, это я понять не могу. О! Одна пошла. Ну да, латунь. Вот, видно. Латунь это хорошо. Ветрено у нас сегодня. Ветрено, но жарко все равно. Так, что у нас дальше? Далее у нас прилады працы. Они же инструменты для труда. Вот сколько их. На весь вкус, цвет. Это у нас такой секач. Им секли, ну, измельчали, точнее, эту, ну, свеклу и картошку. Ну, все, варили, короче, а свиням это чик-чик-чик-чик, так вот делали. Ну, короче, вы поняли. Не очень-то рассказчик с меня сегодня. Это тяпка, мотыга, она же, и две гачки, поменьше и побольше. Это сюда, это, в принципе, тоже сюда. Шашка. Чик. 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 Домик шашечный увеличивается. Нашел я кое-что интересное. Но пока что... О! И что это? Это оклок. Они же часы. Ну, были когда-то. Некоторые механизмы вот здесь, видно, потер латунный, так что вот эти вот пластинки я, конечно, расплатаю, да и домой соберу. Так, что там дальше? Дальше. Дальше из интересного. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что это интересное что-то. Вот, смотрите. Видно, в принципе, плохо. Что это могло быть? Мне лично видится буквы, вот, то ли немецкие, то ли на польском языке. А это либо корона, либо город. Вроде бы. Я не знаю, или человечек вот это какой-то еще стоит тут. А не, вот вроде как в самом центре что-то на человека похоже. Без понятия, друзья, просчитать не могу. Если вдруг что-то знаете, что это, просто очень интересно. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Без понятия, что это. Выкидывать, конечно, не буду, заберу
Вдруг что-то интересное. Ну и, конечно, попробую дома почистить. Хотя такой металл, что это типа что-то цинка, наверное, вряд ли получится очистить. Сразу думал, что кокарда какая-то, но это нет, какая-то кокарда. Ладно, положим к зачетам, если их так можно назвать. И еще у нас есть сигнал. Сейчас покажу. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот смотрите, здесь вот я прошелся, весь металл пособирал. Ну, видимый и такой явный, чтобы уже не сильно мешал. Здесь шурфанул. То есть вот что здесь творится. Я так подозреваю, что это вообще может быть, особенно вот тут вот, мусор какая-то. То есть с деревни, которая находится, одна там, вторая там. Может быть, кто-то привез мусор, да вот и кинули на фундамент, потому что там, ну уж очень все барабанит. Плюс обуви много. Сейчас, короче, покажу. Вот это, скорее всего, как вам сказать, мусор, который с дома, наверное. А вот тут вот начинается мусорка. Ну и, собственно, вон сколько обуви. Хотя, может, и с этого дома. Кто его знает. А здесь вот сигнальчик. Был. Но он лучше как-то звонил сразу. Ну, так себе, конечно. Не, в принципе нормально вроде как. Сейчас глянем. О, не поверите, друзья, сегодня первый раз пин достаю. Вот в прошлый раз забыл, как-то как без рук себя чувствовал, а сегодня ими не пользовался. Смысл? Столько мусора. Ну как, смысл-то он есть, но маленький, потому что он слышит весь металл, а мне надо нормальный металл надо. О, как цари. Ой, сохранчик. Ой, сохранчик какой. Ну, средний, хотя здесь вот красиво, какой патина. Красивая. Вот люблю на шурфах такой находить. Это у нас 907 год. Ну, сохран сразу мне показалось, что получше. Но все равно нормально. 2 копейки. По-моему, царизм я тут первый раз на этом фундаменте нахожу. А это о чем говорит? Это говорит, что домику-то 100 лет точно что есть. И при Польше он был, явно был. Что, собственно, находки-то и показывали. И при Первой мировой. Так что вот этот мусор не показатель особо. А под мусором тоже может что-то быть. Да и даже если с деревень вывозили, тоже, кстати, может что-то попасть интересное. Пускай не ценное, но интересное. Я не знаю почему, но мне вот нравится в таком вот покопаться. Не золотом, единым, так сказать. Вот еще забыл показать цепей, сколько вот нашлось. Тоже так, знаете, под десятку, наверное, весит. Вот чуть меньше. Ну что ж, я буду, наверное, дальше продолжать. Слой за слоем. Ну тут особо-то глубоко копать-то не надо. Штык может чуть больше. Там, наверное, больше будет. Оттуда сюда. И прозваниваем. Прозваниваем, смотрим и надеемся. Кстати, о Надежде. Поводов для ее прибавилось. Вот монетка вылезла. Уже хорошо. А это значит, что есть вероятность, что попадется что-то более интересное. Ну, а пока лезет металл. Что, кстати, тоже не худший вариант. В общем, шурф — это такое предприятие,
Ну, со своими странностями где-то даже. Со своими порой неожиданными прелестями, да и разочарованиями, что тут скажешь. С другой стороны, какие тут разочарования? Ну, коль не найдешь, так хоть душой отдохнешь. Природа, птички, людей нету. Хорошо? Я вот, собственно, из-за этого, из-за перспективы отдыха от людей и еду в деревню. Ну, тут есть, конечно, местные, но они совсем другие. Абсолютно разные люди. Некоторые даже в комментарии спрашивают, пишут постоянно, почему ты один копаешь? Ну, как бы, вот и ответ. Я очень люблю кратковременное одиночество. Явно оно мне идет на пользу. Собираюсь с мыслями, духом, появляются какие-то идеи. В общем, как подзарядка для меня. А городской шум, постоянный вид бетона, асфальта, все это как-то немножко сбивает. Пожалуй, то, что мне нравится одиночество, это к семье не относится. Мы, коль уезжаем из города в деревню, так почти всегда вместе. Знаете ли вы, друзья, что это такое? О, какой инструмент нужный, а в некоторых случаях необходимый. Вот, как это, наверное, правильнее, вот так. Вот. Это делали плохим танцором чик-чик. И после этого они не жаловались и отлично танцевали. Шутка такая, если что, это ножницы для того, чтобы стричь овец. О, какие. Я бы сказал, практически в рабочем состоянии. Вот и механизм отжимной есть. Ну, заржавели, конечно. Применять их никто не будет. Да и не к чему. А вообще для антуража сойдет. Почистить, да и нормально. Заберу-ка я домой. Вот что. Вот здесь они точнее лежали под деревом. А еще вот какая штуковина здесь. Вот. Опять такая же самая железяка с накрученной латунной гайкой. Идет туда и под дерево. Скорее всего здесь вот тоже гайка. Но пока что не достал. Надо лом какой-то упертись, да и вытянуть. Ну а так, если без упора, так сказать, то придется рубить корни. Но, если честно, не хочется. Зачем лишний раз дерево травмировать? Пусть растет, оно ж мне не мешает. Ну как, мешает, но думаю справлюсь. И значит, у меня находочка такая вот интересненькая. Очечи. А может и пенсне? Как вы думаете? Что это за монокль такой? Такие вот находочки. Я не скажу, что они супер интересные, да? Но они какой-то вот такой с собой информацию несут. Не знаю, мне кажется, вот представляю постоянно хозяев дома, как они носили личные вот вещи. Один раз на доме таком, да? Знаете, что я нашел? Челюсти. Ну, вставные, в смысле. Как-то вообще не по себе стало. Думаю, может, какая злая бабуль жила, смотрит на меня где-нибудь из-за угла. Ну, по-моему, даже увеличивают. Да? О, если так сравнить. А может и нет. Как-то я не так копаю. Странно, только сейчас внимание обратил, чем я руководствовался, без понятия. Начал вот так вот копать, туда, остановился, потом почему-то залез в середину дома и насквозь его хочу пройти. Остается одна половина здесь, вторая, больше половины тут. Странно, но ладно, что уж тут поделаешь. У меня такой вот ключик золотой, еще один, скорее всего, от этих уклоков. Ну, наверное. По крайней мере, раньше я видел таких похожих, заводились ими. Короче, я когда в прошлый раз копал, да, сигнал вот услышал здесь, вот на углу дома. А сейчас, короче, отошел сюда. Ну, надо мне было. И заметил, вот, когда копал. Ну, в прошлый раз я, в смысле, сигнал, думал, он глубоко, докопаю уже потом. А он, вот. Это какая-то здоровенная железяка. Дергал ее, пробовал.
аж вот сюда вот поднимается. Ну, тяжелая. Попробуем сейчас достать, посмотрим, что там такое. Так. Ух ты. Наверное, копнем. Ничего не будет. Или хотя бы взрыхлим. Не идет. Вот ты. Уросла. Так. Фу. Вроде как собирается идти. Ух ты. Вроде сейчас должен пойти. О. Что это? Кардан какой-то. Либо так вал от другого какого-то транспортного средства или механизма. Фу. Ладненько. Уберу-ка его, наверное, в сторонку, мешать тут ходить будет. Попью чайку. И дальше буду. Ну и эту сторону докапывать. А здесь же вот. Там печка. Вроде как пол сохранившись. Ну, а там подвал. Думаю, дальше будет интересно. Ну а сейчас, друзья, вы увидите, собственно, как все это начиналось. А посмотреть можно вот тут. Нажав на эту картинку, видео и появится. Всем приятного просмотра, всем удачи, всем пока.